Дом Агудаловых– место, где улыбки стоят дорого, а подарки принимаются как аванс. В этой главе мы увидим настоящую изнанку дворянского гнезда. Пока мать принимает подношения от богатых покровителей, сама бесприданница ищет спасения в лесной глуши. Но тишину взрывает лишь одно имя, от которого у Ларисы перехватывает дыхание. Глава 3. Цена смирения. В гостиной дома Агудаловых царил привычный, тщательно поддерживаемый порядок. Фортепиано, на котором небрежно покоилась гитара, зеркала, мягкие кресла – все здесь было призвано создать иллюзию достатка, дворянского гнезда, открытого для лучших людей города. Харита Игнатьевна, сияя лицом, подошла к двери комнаты дочери. В руках она бережно сжимала ювелирную коробочку. «Лариса, Лариса, погляди, какой подарок тебе Вася Выживатов привез!» – воскликнула она, постучав. «После погляжу, мама, я одеваюсь», – отозвался из-за двери глухой, чуть усталый голос Ларисы. Харита Игнатьевна приоткрыла крышку, и камни в коробочке хищно блеснули. 500 рублей. Вася Плут просил не говорить, от кого подарок. Но разве мать утерпит? Она знала цену этим подношениям. Выживатов нынче возил по городу какого-то иностранца, показывая ему лучшие трактиры, и обещал заглянуть позже. Взглянув в окно, Харита Игнатьевна вздрогнула. По дорожке к дому шел сам Мокий Парменыч Кнуров. «Не выходи пока, я сама с ним потолкую», – бросила она дочери и поспешила навстречу гостю. Кнуров вошел тяжело, оглядывая комнату так, словно собирался ее купить. Он не любил лишних церемоний и сразу прошел к креслу. «У вас никого?» – коротко спросил он. «Никого, Мокий Парменыч. Какое счастье, что удостоили визитом!» Харита Игнатьевна так и рассыпалась в благодарностях, не зная, куда усадить столь важного гостя. Кнуров сел, положив тяжелые руки на колени. Он зашел прогуляться перед обедом, но разговор начал сразу с главного – замужества Ларисы. Его тон был ледяным и проницательным. «Нашелся, значит, жених, который берет без денег?» – спросил он, прищурившись. «И что же, он имеет средства?» «Какие средства, Мокий Парменыч? Самые ограниченные!» – вздохнула мать. Кнуров покачал головой. С его точки зрения Карандышев совершал не благородный поступок, а дерзкую глупость. Он влезал в общество, в которое его никто не звал, приглашал миллионеров на обеды, но совершенно не думал, как будет жить с такой женой. «В Ларисе Дмитриевне ведь земного житейского нет», – чеканил Кнуров. «Понимаете? Она создана для блеска. А может ли ваш Карандышев дать ей этот блеск?» Харита Игнатьевна лишь горестно развела руками. «Нет, где же?» «Бедной полумещанской жизни она не вынесет», – продолжал Кнуров, рисуя мрачную картину. «Зачахнет, а там и чехотка. Хорошо, если догадается вовремя бросить мужа и вернуться к вам. А чем вы жить будете? Тут нужно участие сильного, богатого человека, доброго друга, который ничего не пожалеет.
Он замолчал, глядя на Агудалову в упор. Харита Игнатьевна смущенно заулыбалась, понимая, к чему клонит Моки Парменыч. Гнуров не привык обещать десятки тысяч даром, но он давал понять. Он готов стать тем самым ювелиром для этого бриллианта, как только оправа Карандышева даст трещину. Чтобы вы не сделали ошибки, знайте, я для Ларисы Дмитриевны ничего не пожалею, подытожил он. Прежде чем уйти, он заглянул в коробочку с подарком, которую мать выдавала за свой сюрприз для дочери. Гнуров лишь хмыкнул. 300 рублей безделица. Он достал бумажник, отсчитал деньги и положил их на стол. Сделайте ей хороший гардероб. Лучшие магазины, подвенечное платье. Не копейничайте, счета пришлите мне, я оплачу. Не хочу видеть ее одетой кое-как. Он поднялся, коротко попрощался и вышел, оставив Хариту Игнатьевну в состоянии высшего восторга. Она едва успела спрятать деньги, как в комнату вошла Лариса. Бледная, в простом домашнем платье, с корзинкой для рукоделия в руках. Она подошла к столику, где лежала открытая ювелирная коробочка, и равнодушно коснулась пальцем холодного металла украшения. «Это Вася-то подарил?» – спросила она, не поднимая глаз. «Недурно. Какой милый». Харита Игнатьевна сплеснула руками. «Недурно. Да это вещи баснословной цены. Лариса, будто ты и не рада вовсе». «Никакой особенной радости не чувствую, мама». Лариса отошла к окну и взяла гитару. Мать засуетилась рядом, давая наставления. «Поблагодари Васю, шепни ему на ухо ласковое слово. И Кнурову тоже не забудь поклониться». Лариса лишь горько усмехнулась. Секреты, хитрости, вечная торговля чувствами. Она слишком устала от этой школы жизни. Усевшись у окна, Лариса тронула струны. Тихий, печальный мотив поплыл по комнате. Юлий Капитоныч мировые судьи метит, сказала она между куплетами. Заболотье. Заболотье? Харита Игнатьевна нахмурилась. Да ведь это глушь леса. Что ему там вздумалось? Там кандидатов меньше. Лариса снова ударила по струнам. А мне все равно, хоть в лес, хоть за край света, лишь бы поскорее отсюда вырваться. Она говорила о захолустье как о спасении. Там, в тишине, Карандышев, возможно, перестанет казаться таким нелепым. Там он станет первым человеком. Но Харита Игнатьевна видела правду насквозь. Она знала, что Лариса просто отслепла от горя, потеряла все чувства и теперь живет точно во сне. Ах, Лариса, не прозевали ли мы настоящего жениха? Куда торопиться-то было? Лариса резко обернулась. Лицо ее было бледным, а голос дрожал от сдерживаемой горечи. «Мама, мало ли я страдала. Довольно с меня унижений». «Унижаться?» – фыркнула мать. «Мы люди бедные, нам всю жизнь унижаться. Так лучше делать это с молоду, чтобы потом пожить по-человечески. Счастье само не придет, если ты от него бегаешь». В этот момент в комнату вошел Карандышев. Он так и сиял, но не добротой, а каким-то суетливым, колючим самодовольством. «Юлий Капитоныч!» – воскликнула Агудалова. «Лариса у нас совсем в леса собралась, вон и корзинку приготовила.
Поедемте, умоляю вас, поедемте скорее в деревню. Лариса почти бросилась к нему. Но Карандышев лишь недоуменно пожал плечами. Ему не нужна была тишина лесов, ему нужен был город свидетелей, трибунам. Зачем бежать? Или вы меня стыдитесь? Дайте мне время прийти в себя, почувствовать всю приятность моего положения. Я 3 года сносил насмешки, 3 года мою гордость кололи все, кому не лень. Теперь я имею право погордиться. Венчаться будем здесь, при всех, чтобы никто не смел сказать, что я лишь соломинка, за которую вы схватились. Лариса посмотрела на него с бесконечной усталостью. Да ведь это почти так и есть, Юлий Капитоныч. Вот это правда. Карандышев на мгновение сдулся. В глазах его блеснули слезы бессильной обиды. Так знайте эту правду про себя. Пожалейте меня. Пусть хоть другие думают, что вы меня любите. Самолюбие, прошептала Лариса. Вы все думаете только о себе. А когда же меня кто-нибудь полюбит? Вы же погубите меня, маму. Я боюсь. Если свадьба здесь, пусть она будет тихой, скромной. Но здесь жених и теща были единодушны. Агудалова не желала нищенства, а Карандышев уже предвкушал свой званый обед, на котором он собирался отомстить всем богачам города. «Вон, посмотрите, что в городе делается!» Карандышев подошел к окну. Извозчики скачут, цыгане с ума сошли, коляски в гостинице летят. А приехал-то кто? Промотавшийся кутила. Последний пароход продал. Да кто приехал-то? Не выдержала Агудалова. Ваш Сергей Сергеевич Паратов. Лариса резко встала, вцепившись в спинку стула. Воздуха в комнате вдруг стало катастрофически мало. «Поедемте в деревню сейчас же!» Ее голос сорвался на шепот. «Теперь-то и не нужно ехать», — отрезал Карандышев. «Что ты, Лариса, он же не разбойник», — успокаивала мать. Но Лариса лишь закрыла глаза. «Вы не понимаете. Вы толкаете меня в пропасть». «Чего вы боитесь, за себя?» – спросил жених. «За вас, Юлий Капитоныч, за вас боюсь». «О, за меня не беспокойтесь, я в обиду не дамся». Карандышев выпятил грудь, глядя в окно. «Вот он, изволите видеть, подкатил». Лариса, понимая, что встреча неизбежна, схватила Карандышева за руку. «Пойдемте, пойдемте в мою комнату. Мама, прими его сама. Сделай так, чтобы он ушел». Едва они успели скрыться за дверью, как в прихожей раздались уверенные шаги. В гостиную, заполняя собой все пространство, вошел Паратов.